Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-расклад, таро-прогноз лета 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Летний период будет обусловлен планетарно переходом Юпитера в знак зодиака Близнецы. Это произойдет в самом конце весны, 25 мая, и это прекрасный для всех знаков зодиака период. И уже в начале лета мы больше вдохновения с вами прочувствуем. Будем более склонны к новым контактам, к изучению новых наук, знаний, интересы какие-то новые появятся, или к более открытому общению, как горизонты захочется, наших возможностей открыть, мои дорогие. И вот этот удивительный, точнее, транзит будет способствовать как и развитию интеллекта. Все же Юпитер в Близнецах нас подталкивает изучать что-то новое, или осваивать, или допустить альтернативные варианты развития событий в нашей жизни. И вот этот волшебный транзит обещает нам как-то реорганизовать свою жизнь, или адаптировать к новым условиям, или улучшить качество жизни, гармонизировать в целом. У каждого свои задачи, и значит, какие-то новые возможности у нас определенно будут. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака думают карты. У нас сегодня две колоды. И первая – это колода ангелов. Как изменится ваша жизнь? Мы достанем на этой колоде 3 карты. Каждая будет соответствовать месяцу. И первый летний месяц – июнь. Итак, мои дорогие козероги, июнь. Как изменится ваша жизнь? Какие подсказки мы получим от карт? Июнь. Июль 2024 года и август 2024. Как изменится ваша жизнь? На второй колоде королевского золоченого таро добрые тоже карты. Давайте мы с вами по основным сферам жизни в целом оценим период. Вот так. Можно дальше не смотреть. И карта императрицы – это вообще благополучие по всем статьям. Это надежность, это уверенность, решение материальных вопросов. И здесь это старший аркан. Что вы задумали, мои дорогие козероги? Все, в принципе, осуществимо. Да, карта не говорит, что прям за 1 минуту мы все проблемы решим. Будем реалистами, безусловно. Но тенденции таковы. Карта спешила вам выпасть и сказать больше уверенности. И еще по этой карте, или точнее, самое главное, первое значение – новое «я». Поэтому вот эти перемены с Юпитером в Близнецах подарят для вас какие-то совершенно новые горизонты возможностей. Для кого-то из вас возможности по личной жизни что-то изменить. Или не быть одному или одной. Ведь всегда эта карта предусматривает, ну, либо семью, либо наших близких, либо наш, конечно, статус, безусловно, потому что власть. Дипломатию. Императрица всегда великий дипломат, она со всеми договорится. Какие бы ни были обстоятельства, условия, она все равно рассматривает так, как мне сделать, чтобы мне было хорошо. Поэтому вы сами в центре внимания. Для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это важная женщина, может быть, еще в вашей жизни. Или карта подсказывает одновременно, будьте дипломатом. Ну, может быть, и хочется где-то так это кулаком по столу, что больше соответствует императору. Но энергия карты императрицы больше о дуальности, о взаимодействии. Мы не будем убирать эту карту, я ее оставлю здесь. Она торопилась лично вам сказать, чтобы вы не забывали о вашей сильной позиции. Но вот этими силами и возможностями нужно будет воспользоваться грамотно. И, конечно, чего-то и не упустить тоже. Возможности к нам не приходят постоянно. Мы часто думаем, ну, я вот подумаю завтра, и там завтра уже буду решать. А завтра не о чем думать. И, в общем-то, или предложений нет, или мы сами как будто скисли, сдулись. И так ведь тоже бывает. Итак, дела, работа, бизнес. Смотрим энергию на летний период для вас, мои дорогие козероги. Что по деньгам? Денежная энергия. Личная жизнь, мы достанем дополнительные карты. Что вас будет радовать, что вас будет вдохновлять, что помогать будет. И достанем, понятно, неожиданности, тоже увидим. Итак, июнь. Шестерка. Шестерка мечей. Это карта мужества, это карта надежды, это новая страница
в жизни. И нам предлагают по этой карте, вот в колоде ангелов, и причем это как в переводе, как опека, патронаж ангелов. Почему я люблю эту колоду? Потому что она тоже с позиции позитивной психологии, и разные ведь ситуации могут быть в нашей жизни, и у каждого свои условия, обстоятельства, каждый при своих каких-то находится. И вот эта карта говорит: переверни страницу своей истории или напиши новую главу, не оглядывайся назад. Безусловно, про мужество хватает сил идти вперед, к новым берегам. Это те возможности от приложенных усилий, когда вы создаете новое «я» или в личной жизни что-то вы меняете. Безусловно, по работе здесь очень многое может проиграться. И как шестерка воздуха, это или шестерка мечей мы называем, это могут быть новые горизонты сами по себе, пространство, интернет. Для кого-то работа в интернет, у кого-то изучение IT-технологий. Это по этой карте великолепно проигрывается. Или удаленная работа, смена графика работы. Но всегда любая 6 – это своеобразная победа. По нумерологии вся активность происходит в 6 стадий. И шестая – это как заключительный аккорд, когда мы получаем своеобразную победу. Поэтому нам не говорят, что прямо вот она сию минуту в июне будет, но это планомерное продвижение вверх, успешное, сама по себе дорога к успеху. И те, ваши приложенные усилия, которые, может быть, на начальном этапе выглядят как надежда, или когда я приложила к чему-то усилия, к продвижению, изучению чего-то нового, или изменению моего качества жизни, или адаптацию, конкретно иногда по этой карте проходит переезд, адаптацию в новых условиях, с новыми обстоятельствами, возможно, с новым менталитетом, который присутствует вокруг вас, и все равно все получится. Карта уже обещает об успехе, который не сиюмоментен, но это то, что у вас никто не заберет, это ваша победа. И на последующий период с каким-то прогрессом. Прекрасно. Июль. Новые возможности, новые горизонты. Сама по себе карта пажа жезлов – это креативность. Это когда вы имеете намерение что-то осуществить, как новая идея, новые возможности. Может быть, как новая информация для кого-то из вас, новый человек в вашей жизни. Нам не говорит эта карта любви, хотя у кого-то может быть как-то знакомство, и вас заинтересует человек, потому что он думает как-то иначе, чем вы. Или видит мир с другими возможностями. Он вас может вдохновить, мои дорогие козероги. Или это, как сказанная кем-то мысль, озвученная, может вас заинтересовать, и вы примените к себе какой-то план действий или свой собственный план вы будете тоже корректировать в зависимости от того, какие идеи к вам придут. По этой карте вы можете, безусловно, что-то изучать, продолжать какое-то изучение. Или это могут быть контакты с людьми, по части, повторюсь, личной жизни, которые моложе вас. Вот такой момент тоже. Или решение вопросов детских, ваших детей. Но сама по себе карта, как и возможности, с одной стороны, инсайта творческого или какой-то идеи. Вот вы в июле будьте внимательны к собственным мыслям, ведь все мысли сначала как ментальность у нас зарождается, а потом мы это реализовываем на практике, реализуем. И август месяц – это карта колесница, это сама по себе карта перемен. И тоже победа в этой колоде именно как победа, как успех. И если здесь заслуженного успеха эта карта, то это что-то продолжается. Значит, вы сможете в июне завершить, может быть, какие-то прежние наработки и увидеть результат. Потом в июле добавить, скреативить что-то еще. И в итоге в августе еще плоды труда своего. Для кого-то переезд. Да, иногда эта карта колесницы проигрывается, вопросы, что-то вы решаете по части своего автомобиля, может быть, меняете, может быть, ремонтируете. Но это очень мелкое значение. Старший аркан всегда проигрывается все же как что-то более глобальное. Это перемены в нашей жизни, это сила желаний
и их осуществлении. Мы можем по этой карте подумать, передумать точнее что-то по-другому. Или, увидев новые возможности, допустить как раз вот этот альтернативный вариант и переключиться на что-то другое, новое. По этой карте нам говорят, отпускай все то прошлое, что пытается от тебя оттолкнуться. Или то, что ты уже видишь, не может быть продолжено. Не тормози где-то сам, вот есть такой момент. То есть не пытайся что-то из прошлого, что у тебя не получилось. Может быть, и раз, и два, или какой-то человек никак не откликается на твое внимание или на твою просьбу. Вот нет, оставь. И лучше иди вперед. Не теряй времени даром, и есть такое значение, потому что успех тебя ждет. Это сама по себе дорога к успеху. Что-то у вас очень интересное за лето происходит, мои дорогие козероги, не случайно карта императрицы. Дела, работа, бизнес. Адаптироваться придется. Какая-то дуальность есть. Нам жонглер показан. Безусловно, он жонглер, он же великий манипулятор. И адаптация к новой обстановке, она может быть. По этой карте проходит как раз легкость на подъем. Вас могут заинтересовать и действительно какие-то новые направления в деятельности. Или как вторичный доход, пассивный доход. Здесь возможно все. Для кого-то из вас, может быть, в течение лета может проиграться, к примеру, шестерка воздуха, как поездка, отдых, переезд куда-то или путешествие. Но для кого-то из вас это будет не совсем отдых, а как раз больше работы с учетом вот этой второй карты. Потому что я могу даже предположить две работы. Кто-то не сможет оставить первую работу, потому что где-то там стабильность. Это те деньги, которые к вам приходят, и они уже вами планируемы. Но по причине, что вас не устраивает именно этот контекст дохода, вы осваиваете что-то новое, и у вас уже даже новое получается. И в последующем, скорее всего, новые возможности дадут вам переключиться на то качество жизни или на тот источник дохода, который для вас желанен или более приемлем, или более продуктивный, больше денег, попросту говоря. Но карта говорит нам еще о чем. Придется контактировать с людьми. От того, как вы сумеете договориться, от того, как вы легкие будете на подъем, что-то вы не прошляпите. Вот этот момент тоже будьте внимательны. И карта-то, кстати, колесница, ведь это тоже нам где-то про скорость. И шестерка воздуха нам тоже говорит не о какой-то ситуации, когда мы находимся в замкнутом пространстве, а когда мы готовы перемещаться, быстро реагировать на что-то. Финансы давайте посмотрим. Финансы радуют, вот конкретно. Ну и по карте императрицы, ведь это тоже благополучие в целом, поэтому деньги в том числе. И вам выпадает рыцарь кубков, у кого-то это могут быть подарки или какие-то приятные новости по части, может быть, от ваших родственников, может быть, от ваших друзей, или какие-то предложения, хорошее настроение по этой карте вдохновение. У кого-то это конкретно заработки вашего партнера по личной жизни, когда в целом обстановка больше оптимизма, больше вдохновения и легкости, опять же. Давайте мы посмотрим, что же в личной жизни. Снова нам карта выпадает подобная, и карты говорят, что у кого-то переезд, потому что ваш партнер далеко, может быть и так. Отношения у кого-то на расстоянии, вы будете планировать, как съехаться, или с семьей вместе переезд. Для кого-то из вас, мои дорогие, изменения тоже какие-то в вашей семье. Перемены, они будут касаться, может быть, мои дорогие козероги, вас. Но если вы человек семейный или в паре, это затронет вашу семью. И для кого-то проиграется, что вам предложили какую-то работу. У вас релокация, предположим, офиса, какие-то перемены. Но они коснутся всей вашей семьи. Может быть и так. Или наоборот, вы удаленную выбираете работу, больше там прикладываете усилий. И тогда это тоже какой-то успех, который вам даст возможности быть более мобильным. Можно работать из любой точки мира. И вот такие возможности тоже к вам могут прийти. Но есть взаимосвязь между личной жизнью, работой, перемещениями или для кого-то знакомство в вашем путешествии. И такое тоже может проиграться. Давайте мы раскроем эти карты.
Ну, что вам сказать? Вот хотела сказать для тех, кто один или одна. Первая карта, и вам выпадает туз кубков. Любовь сама по себе, карта императрицы вам не случайно выпала. Да, тут есть возможность познакомиться даже вот по этим картам. И по этим, и с учетом аркана императрицы. Поэтому самое главное, знаете как у Бродского, выйди из комнаты, точнее у Бродского не выходи из комнаты. Но это аллегория к тому, что не сиди на месте, пока ты ничего не предпринимаешь, не жди, что в твоей жизни что-то изменится. И от карты 2 у вас шестерки в воздуха как раз о том и говорят, что от вашей активности будет зависеть напрямую качество жизни во всех сферах, как и по заработкам, как и по работе, так и конкретно по личному счастью. Давайте мы достанем, все-таки эта карта выпрыгнула, а мы достанем для тех, кто один или одна, как изменится ваша жизнь. Семья – это семейный человек чаще всего проходит, или отношения в паре, дополняет это просто карта, все то, что я сказала. И то, что, мои дорогие, вот этот туз кубков именно вам и означает, вам предназначен. Причем это могут быть такие партнерские отношения, которые, даже если мы говорим о новом знакомстве, вы прочувствуете друг друга достаточно быстро, или вы смотрите с партнером в одном направлении, пусть вы разные, пусть даже ментальность ваша, менталитет я имею в виду, где-то разный, но что-то вас объединяет, комфорт, уют, желание создать надежные отношения. Вот наверняка вот эта искренность, которая увеличивается с тем, как вы друг к другу относитесь, как вы взаимодействуете. Есть какой-то момент, когда вы можете встретить партнера, и вы зеркалите друг друга. Вот есть такое по этим картам. И тогда вы будете, возможно, обустраивать вместе жилище, или какие-то разговоры важные об этом даже состоятся, или все же у нас изображены на тузе кубков еще 2 рыбы золотые. Это денежный момент, это всегда благополучие, деньги конкретно проходят. И значит, если новое знакомство, возможно, с человеком, который, ну, достаточно прочный, имеет баланс денежный. То есть я не могу сказать, что он состоятельный, но он умеет зарабатывать деньги. Вот где-то предположить я это могу, понятно? Все наши прогнозы – это есть прогноз. Жизнь, она бывает по-разному. Но 2 карты в одном ключе выпали, и так тоже не всегда отнюдь бывает. Много радости, много счастья. По тузу кубков – это внутренняя наполненность. И лучезарная дельта, которая изображена над кубком, говорит об интуиции, об умении видеть не только в данный момент времени, а правильно проанализировать то, что было у меня прежде, то, что я имею сейчас, стало быть, какие-то отношения. Не пропустите новые, мои дорогие козероги, как возможность, потому что жизнь нам не дает каждый раз каких-то бонусов. И если вдруг какие-то отношения завязались, и вы чувствуете, что вам интересен этот человек, где-то душой тянет, стоит рассмотреть, при том, при всем, если вы где-то видите и со стороны партнера интерес, искренность по отношению к вам. Давайте мы посмотрим для тех, кто в паре, хотя для тех, кто в паре, нам тоже сказали. А вот интересно, для тех, кто в паре, это могут быть какие-то моменты, когда вы не договорились, или когда захочется настоять на своем, или приходят какие-либо новости, когда вам нужно будет подготовить документы, что-то согласовать юридически, вполне вероятно. И что нам вот как совет дает эта карта? Не обостряй какой-то конфликт. Всегда, когда выпадает рыцарь мечей, это хочется сделать что-то по-своему. И от вашей дипломатии, карта императрица, будет зависеть продолжение отношений. Говоря попросту, не поссориться, мои дорогие, для тех, кто в паре. Прекрасный период. Но, мои дорогие козероги, также у вас сильная позиция. И вот именно тогда, когда у нас сильная позиция, мы ощущаем себя уверенно, больше всего хочется настоять на своем. И ведь контакты с людьми, даже близкими, они не строятся на том, как перетягивание каната, кто кого убедит в чем-либо, а как кто сумеет договориться про взаимодействовать. Поэтому будьте внимательны. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте посмотрим. Все равно победа, еще одна победа. Значит, безусловно,
это победа ваша. И как вы хотите. Может быть, для кого-то прежде были вопросы, связанные с судами. И отношения фактически закончилось взаимопонимание. Но де юре вы продолжаете общаться, потому что вы должны оформить. И тогда, вот если вы хотите быстрее завершить, тогда это ваша победа, что-то завершится. Для тех, мои дорогие козероги, кого важно договориться, значит, тоже победа. Все зависит, опять же, от вас. Хотите помириться? Помиритесь. Хотите найти общее взаимопонимание? Найдете, чтобы вот этот туз кубков был абсолютно для всех. Что вас будет радовать? Правильные взвешенные решения, когда вы избавитесь от ментального мусора. Когда вы сумеете, кстати, согласовать очень многие позиции юридически, если это необходимо. Для кого-то из вас это обучение может пройти, причем такое успешное. Карта говорит, надейся сам на себя, много, не рассказывая своих далеко идущих планов, и вообще определенная скрытность вам помогает. Это не имеется в виду в отношении близких, тех людей, которые вам доверяют, к вам искренне относятся, умеют ваши хранить, может быть, тайны. То есть какой-то узкий круг общения, может быть, это один даже человек или два, с кем вы обсуждаете. Это да, мы можем быть откровенными, но в основном карта все же призывает к тишине, безусловно. Прообраз Юдифи, она бы не осуществила что-то глобальное, благодаря чему она вошла в историю, если бы она не умела хранить молчание. То есть где-то молчание, не даже какой-то своей идеей не делиться. Идеи могут украсть, а у вас выпадают такие две очень серьезные карты, когда можно реализовать какой-то свой проект. И по императрице ведь она очень плодовита. У кого-то буквально, это, мои дорогие девочки, как беременность может быть. Но плодовитость императрицы на планы тоже, на самореализацию. И самореализация, помним, успех, как и удача, любят тишину. Кстати, личное счастье тоже. Поэтому не о личной жизни своей не распространяйтесь. Может быть, будут люди, которым будет любопытно узнать что-то о Козероге. Уходите от ответов. Это будет помогать. И быть рациональным. В неожиданностях придется куда-то собраться, быстро отправиться, может быть, оформить какой-то документ. Будьте готовы, в принципе, к неожиданностям. По сути, карта Колесницы нам тоже об этом говорит, потому что это перемены. И возможно, какие-то вопросы будут решаться не так быстро, но временами в течение лета процесс в тех или иных темах может ускоряться, и это будет требовать большей вашей активности. И при этом нужно держать руку на пульсе, потому что правильно проанализировать. Вот, кстати, рядом королева мечей. Она правильно, беспристрастно, без эмоций оценивает обстоятельства, которые ее окружают. То есть критическое мышление буквально по этой карте, оно вам будет помогать. И рядом рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов – карта сигнификатора исследователя, понимаете, которого хватает мужества идти вперед. Это где-то перекликается с шестеркой воздуха. И он именно готов к неожиданностям. И об этом вам тоже говорит карта. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги. И будьте счастливы, будьте любимы всегда. Лето для вас удивительный период. Не упустите что-то волшебное.